Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В одном из своих прошлых видео я рассказывал о том, как на операционную систему Linux установить Docker Community Edition. В этом же видео расскажу, какие первые шаги нужно сделать для того, чтобы начать работать с Docker. Итак, Docker отрабатывает по команде, собственно, Docker. Вот давайте ее введем. Если мы введем команду docker без аргументов, он даст нам помощь, да, целый списочек увидим, какие аргументы тут существуют, да, соответственно. И первое, что необходимо сделать, чтобы успешно, например, запустить контейнер вот, из образа Docker, вот, это образ докера скачать. Чтобы было понятнее, что такое контейнер, что такое образ Docker, я буду проводить аналогию с системами виртуализации. Ну, например, с программой VirtualBox, с которым, наверное, больше людей знакомы, чем с контейнерами, или, например, с программой Hyper-V. Итак, значит, чтобы запустить контейнер, да, контейнер это аналог виртуальной машины. Вот чтобы запустить виртуальную машину, нужен жесткий диск, да, с программным обеспечением, да. Вот, так вот, для того, чтобы запустить контейнер, нужен, соответственно, аналог этого жесткого диска с программным обеспечением. И аналогом жесткого диска с программным обеспечением для контейнера это является образ Docker. Образ Docker, если мы говорим про образ жесткого диска под виртуальную машину, то этот образ, он доступен в виде файла, его можно записать по сети, его можно записать на флешку, перенести на другой компьютер, то образ контейнера записать на флешку нельзя. Образ контейнера хранится в специальных хранилищах, репозитариях, да, вот хранилища могут быть как публичные, так и частные, вот, но если мы говорим про первые шаги с докером, да, то мы будем с вами работать с публичным репозитарием. Итак, чтобы посмотреть или найти требуемый образ в публичном репозитарии, вот в этом случае мы вводим команду docker search. Docker search и вводим название образа, который мы хотим скачать оттуда, да, с публичного репозитария. Ну, например, я хочу скачать образ Nginx, тогда я ввожу слово Nginx. Enter. Видим списочек, какие нашлись образы в хранилище. Вот, и тут есть вот количество звездочек и официальный, либо неофициальный. Видим, что количество звездочек, да, то есть доверие по стабильности, по надежности, по безопасности больше всего у образа вот с названием Nginx. Причем он еще является официальный. Да? Вот, поэтому следующую команду которое мы сделаем, да, это посмотрим, какие есть образы у нас на компьютере, увидим, что образов нету никаких, и тогда этот образ скачаем. Итак, чтобы посмотреть, какие образы есть у нас, это команда docker images. Команда docker images. Мы видим, что ни одного образа у нас тут нету, да, вот образа Docker. И давайте скачаем образ Nginx, да, Docker Pool, команда Docker Pool Nginx. Nginx. Так, пошел процесс скачивания, да, вот, значит, что вы должны понимать, что сейчас считайте, что мы под виртуальную машину скачаем файл жесткого диска, вот, после того, как мы скачали, это не означает, что виртуальная машина запущена, да, вот, второе действие, это необходимо потом контейнер запустить, вот, давайте зачистим экран, вот, и посмотрим Docker Images, и мы увидим, что уже у нас есть образ, да, Nginx, который скачан, да, итак, скачали. Следующий этап это нужно его запустить. То есть образ нужно запустить, чтобы из него создался контейнер. Давайте с вами посмотрим, какие существуют контейнеры на текущий момент. Да, это Docker PS. Да. Это запущенные контейнеры. Нету ни одного, да, и все контейнеры, которые и запущенные, и не запущенные, да, вот, видим, что тоже ничего нету. Итак, чтобы запустить, используется команда docker run. Опять-таки, если не знаете весь синтаксис, можно ввести, да, подсказочку, какие тут есть, да, вот. Но в данном случае наша команда docker run. После этого необходимо ввести просто название нашего образа, да, то есть Nginx. Docker run Nginx в простейшем случае. Nginx.
Вот, мы запустили, вот, и тут непонятно что, да, какие-то процессы, вот. И, собственно, в простейшем случае это так, да, вот. Но мы находимся, сейчас, мы находимся как-то там внутри, да, вот, непонятно, что происходит. Давайте отсюда выйдем, вот. И есть такой ключик docker run с -d. -d это означает, что он будет запускаться не интерактивно и не будет захватывать нашу командную строку. А также есть такой ключик P, это проброс портов, да, какие порты у нас будут внешние, какие порты будут внутренние. Ну, например, чтобы вы понимали, да, давайте с вами просмотрим, какие порты прослушиваются сейчас. Netstat TLPN. TLPN мы видим, что прослушивается порт 53, 22, 80 порт не прослушивается. Да? Вот. Зачищаем экран и давайте опять docker run -d, который будет не интерактивно, а как отдельное, то есть на заднем фоне, да, без занимания командной строки. -p, здесь мы можем порты, допустим, перенаправлять с честной машины вовнутрь в контейнер, да, вот, ну, например, мы не хотим, допустим, ничего мудрить, то есть 80-й порт с честной машины мы будем 80-й порт вовнутрь контейнера перенаправлять, да, и, собственно, Nginx непосредственно это имя нашего образа, который будем запускать. Ну и также очень полезным есть скажем так, инструмент, это полезная опция, это опция name, где мы присваиваем имя нашему контейнеру. Если мы ее не укажем, то имя Docker присвоит само произвольно. Если мы хотим, чтобы мы задавали имя, то мы ставим здесь, да, ну, например, my nginx. My nginx это имя, и, наконец, nginx это непосредственно сам образ, да, и давайте стартанем. Вот. Итак, контейнер запустился. Давайте посмотрим, что контейнер действительно запустился. Да? Это docker ps. Да? Видим, что вот он запущенный контейнер. Вот он на заднем фоне. Он нам не мешает. Мы можем команды определенные вводить. Видим, что у нас порт внешний 80 перенаправляется на порт внутренний. Ну и давайте командой tlpn посмотрим. Мы увидим, что происходит прослушивание 80 порта на нашей машине, который запрос будет пробрасывать вовнутрь в контейнер. Ну и давайте посмотрим наш адрес. IP-addr. Вот мы видим, что наш адрес 207.202. И сейчас мы запустим браузер и обратимся к нашему контейнеру вот, с помощью протокола HTTP. Так, вот я запустил браузер в режиме инкогнито, вводим IP-адрес, по которому мы обратимся в наш контейнер, это 192.168.7.202, Enter. И вот, обратите внимание, мы обратились непосредственно в сам Nginx. Вот, то есть обратились к запущенному контейнеру. Можем ли мы подключиться к нашему контейнеру? Да, конечно, можно. Вот существует команда для интерактивного подключения. Вот. Для этого нам опять-таки необходимо знать хэш или имя нашего контейнера. Вот давайте я все зачищу. Дадим команду docker ps, да, вот мы видим. И команда docker команда docker exec позволяет нам подключиться. Docker exec. Дальше мы ставим IT, это значит интерактивно. После этого мы указываем имя MyNginx. MyNginx. И после этого мы указываем путь к командной строке, который исполнится внутри этого контейнера. Да, bin bash. Bin bash. Так, отработало. Видим, что изменилась строка. Мы сейчас под рутом работаем. Вот мы вовнутри, вот мы вошли вовнутрь контейнера, да, и мы находимся в той операционной системе, которая внутри. Вот, она обрезанная, да не могу. Вот, давайте я вам покажу, да, под какой
учетной записью, мы под рутом. Вот она занимает всего лишь чуть меньше 200 мегабайт. Там нет команды nano, да, там нет команды v, вот, собственно, редакторов, да. Там только минимальный набор компонентов Linux, чтобы запустить непосредственно сам Nginx. Что мы можем интересного сделать? Да, мы можем найти файлик, который отвечает за сайт по умолчанию. Да, вот он, вот этот вот сайт по умолчанию, который там, и вот этот файлик можем найти. Командой ls мы будем делать непосредственно поиск с подсказкой. Это user, тут автодополнение по табуляции работает. Дальше share. Дальше Nginx и там HTML. И давайте посмотрим ls. Мы видим здесь индекс HTML. Ну и так как мы индекс HTML открыть не можем, да, получается, мы можем только командой cat туда чего-то записать. Ну, например, да, вот такую строчку. This site created by Станислав Кузнецов. Да, после этого делаем перенаправление и делаем перенаправление вот в этот вот файлик index.html. Сейчас я сделаю копипаст. Упс. Да. Так, и делаем индекс HTML. HTML с затиранием, да, Enter. No such file or directory. Так, ругается. Почему? Ну, давайте-ка еще командой ls проверим. Индекс HTML. Вот название файла. Cat. Еще раз. Cat. Copy. Paste. Так, команд перенаправления. Нет, не хочет. No such. Никак. Не. Давайте эхо. Во. Так, отработало, да. То есть теперь, если мы посмотрим содержимое, да, катом, выведем содержимое вот этого вот файлика, вот, то сейчас там будет вот такой вот строчка записана, да. Ну и давайте посмотрим, да, если мы сделаем обновление, мы увидим, что вот сайт изменился. Мы подменили сайт, который там внутри на свою собственную строчку. Вот. Чтобы выйти из этого интерактивного режима, вот мы отсюда выходим Exit. Вот, мы вернулись опять-таки в нашу честную операционную систему. Ну и давайте я вам покажу основные принципы, если мы хотим контейнер остановить или вообще контейнер удалить. Да? Вот, смотрим Docker PS, запущенные контейнеры. Да, он есть. Вот, чтобы его остановить, мы даем команду stop и имя контейнера my-nginx. Так, есть, смотрим PS, то есть контейнер остановлен, да, его нету в запущенных, но контейнер не удален, да, чтобы посмотреть все контейнеры, это с командой А, ага, видим их два аж целых, да, ну, давайте, собственно, всех их и поудаляем, да, удаляется контейнер, это docker rm, и нужно ввести вот имя, да, my-nginx. Nginx. По табуляции отрабатывает. И docker rm. Давайте Happy Clark. Да. Happy Clark тоже прибили. Да. Смотрим PSA. Все, контейнеров нету. Да. Ну и давайте посмотрим docker. Какие у нас есть образы. Images. Видим, вот он, nginx-ский. Давайте я покажу, как удалять образы. Да. Вот, docker rmi и имя образа, да, nginx.
Отработала, смотрим images, все, у нас нету ни образа, у нас нету ни контейнера, у нас нету ничего. Вот основные принципы работы с докером. Вот, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.